и Рига возглавят коалицию дронов для Украины и предоставят тысячи беспилотников на сумму в 250 миллионов долларов. Предполагается, что коалиция обеспечит Киеву бесперебойные поставки современных беспилотников и усилит наступательные способности ВСУ. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Зеркальную блокаду устроили українські перевозчики на українсько-польській границі. Будемо затримувати автомобілі, притримувати автомобілі для перевірки документів. Авдеевка может пасть в любой момент, ситуация критическая. На мой взгляд, все-таки уже принято решение выводить войска и оставлять вот эту вот городскую, скажем так, часть Авдеевки. Азербайджан и Армения снова на пороге войны. Алиев, едва вступив в должность президента, взялся раздавать угрозы соседям. Все видят процессы, происходящие сегодня в мире. Мир фактически очень близок к Третьей мировой войне. Некоторые считают, что эта Третья мировая война уже началась. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо, если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям! Зеркальную блокаду устроили украинские перевозчики на украинско-польской границе. На КПП Ягодин-Дорогуск не пропускают польские грузовики в ответ на поведение польских фермеров, которые продолжают протесты и провокации на границе. Украинские водители обещают не устраивать полную блокаду, но говорят, что сделают все, чтобы польские перевозчики тоже постояли в очередях при возвращении в свою страну. Будемо відзеркалювати ситуацію, яка відбувається з польської сторони. Будемо затримувати автомобілі, притримувати автомобілі для перевірки документів, чи є об'їзди блокади з польської сторони, чи вони справедливо відстояли цю блокаду. Тем временем продолжают протесты польские фермеры. Под здание представительства Еврокомиссии во Вроцлаве пришли с гробом, навозом и яйцами. После развели костер и закидали здание куриными яйцами. Мы протестуем прежде всего против европейской программы Green Deal. Мы требуем отказаться от всех этих глупых предложений и создания новой общей сельскохозяйственной политики, на этот раз основанной на принципах фермеров. Не может быть, чтобы чиновники ЕС, не имеющие ни малейшего представления о сельском хозяйстве, решали, что и как мы будем делать. В Харьковской области завершили аварийно-спасательные работы после российского ракетного удара по жилому дому. Накануне из-под завалов достали тело пятой жертвы атаки. Среди погибших в Великом Бурлуке мать с дочерью, двое мужчин и 27-летняя девушка. Также известно о 5 раненых. Российские войска во вторник вечером ударили 2 ракетами С-300. Одна попала в дом, другая рядом с ним. В Российском министерстве убийств уже традиционно назвали ракетные удары по украинским городам атакой на предприятие военно-промышленного комплекса. Оккупанты убивают украинцев целыми семьями, сознательно атакуют ракетами и авиабомбами жилые кварталы. Это и есть геноцид. Цель врага – лишить нас нормальной жизни, превратить мирные, богатые украинские села и города в серую зону. Но мы документируем каждое такое преступление. Каждая жертва, каждый раненый фигурирует в материалах уголовных дел. Этих дел уже сотни, и мы расследуем и собираем доказательства по каждому, готовы хранить их также и для международных судов. Ракетный удар на себя принял Белгород. Российское ПВО начала сбивать снаряды прямо над головами белгородцев. О результате сообщил губернатор области Гладков. Более 20 пострадавших, 6 погибших. Повреждены дома, магазины и территория промышленного предприятия. Во всем, конечно же, обвинили ВСУ. А Минобороны РФ по традиции отчиталось, что все сбито и потерь нет. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Дубовое. Пострадали 4 частных домовладения, 3 многоквартирных дома и 6 автомобилей. В селе Репное 1 частное домовладение и 3 автомобиля, в поселке Разумное 1 многоквартирный дом, в селе Шагаровка 3 частных домовладения и 1 автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 1 частный дом.
Элитная 3-я штурмовая бригада ВСУ переброшена в Авдеевку. BBC сообщает, что несмотря на острую нехватку оружия, Украина продолжает сражаться за город, который может пасть в любой момент. Ситуация в городе на момент заведения бригады критическая. Отдельные батальоны 3-й штурмовой бригады провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад. Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник. Согласно информации украинских аналитиков, российские войска продвигаются на юге и севере города. При этом Авдеевку постоянно атакуют авиабомбами и ракетами. Financial Times предполагает, что передислокация 3-й штурмовой бригады в Авдеевку – это вероятный знак, что Украина вскоре намерена вывести из города свои войска. На мой взгляд, все-таки уже принято решение выводить войска и оставлять вот эту вот городскую, скажем так, часть Авдеевки, не оборонять ее всеми возможными силами до последнего конца, потому что слишком уж быстро происходит продвижение российских войск с севера. Это не похоже на напряженные бои, а, естественно, украинские военные, они прекрасно понимают, что вот это именно то самое место, где нельзя давать российским войскам прорываться. И если бы они хотели оборонять город до последней возможности, то они бы либо пытались предпринять какие-то серьезные контратаки, либо, как минимум, стояли бы гораздо плотнее в этом месте. Санкции против России, восстановление и гарантии безопасности для Украины, а также вопросы подготовки к юбилейному саммиту НАТО в Вашингтоне. Эти вопросы стали главными во время встречи глав МИД Великобритании и Польши. Дэвид Кэмерон прибыл накануне в Варшаву и заявил, что ситуация на линии фронта в Украине не патовая, как пишет западная пресса, а совсем наоборот. Украина демонстрирует позитивные изменения как в экономике, так и в боях с российскими войсками. Британский министр вспомнил недавнюю атаку украинской разведки на большой десантный корабль «Цезарь Куников». Мы приветствуем то, что ЕС уже сделал для Украины. Но учитывая их силу и мощь в мире, мы действительно хотим, чтобы Конгресс США выделил деньги на экономическую и военную поддержку Украины в ближайшие месяцы. Вчера мы вновь увидели в Черном море огромный успех Украины в борьбе с путинской Россией. Они потопили 20%, более 20% российского Черноморского флота. И в результате Украина снова экспортирует зерно. Украинская экономика снова растет. Черное море снова открыто. Поэтому, когда люди говорят о патовой ситуации в Черном море, нет никакой патовой ситуации. И мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла добиться успеха в этом году и в последующие годы, чтобы мы не позволяли Путину думать, что он может нас переждать. В свою очередь, польский министр Сикорский, который назвал Путина диктатором, вновь заявил, что ему нельзя дать возможность победить. Именно поэтому США должны поторопиться с пакетом помощи Украине. Я бы хотел, чтобы вы рассматривали это как наше совместное обращение к Палате представителей Конгресса США и лично к спикеру Майку Джонсону с просьбой поставить на голосование пакет помощи Украине. Это, как сказал Дэвид, эпохальное решение, которое повлияет на доверие к Америке во всем мире и в отношениях с ее союзниками. Поэтому мы призываем США проголосовать за этот пакет помощи. В Польше создадут совместный центр Украина-НАТО для оборонной подготовки, анализа и образования украинских военных. Цель центра – повышение качества украинских сил обороны до стандартов Альянса. Генсек Столтенберг заявил в Брюсселе, любая помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиции в безопасность стран-членов Альянса. Мы уже видим последствия того, что США не могут принять решение. Но я ожидаю, что США смогут это сделать, что Конгресс и Палата представителей согласятся на дальнейшую поддержку Украины. Потому что, если мы позволим президенту Путину победить, это будет не только плохо для украинцев, но и опасно для нас. Это сделает мир еще более опасным, а также более уязвимым. Поэтому в интересах нашей безопасности я посетил Соединенные Штаты пару недель назад. Я провел много времени с представителями обеих сторон в Конгрессе США и пришел к общему мнению. Там есть согласие в отношении постоянной поддержки. И я рассчитываю на то, что Конгресс США сможет продемонстрировать эту поддержку.
Армия обороны Израиля нанесла удар по югу Ливана. В Цахал сообщают, это ответ на ракетный удар по Израилю с ливанской стороны, уже второй за последние несколько дней. Переговоры о прекращении огня между Израилем и Хамас, которые проходят в Каире, продлены еще на 3 дня. Договориться пока не удается. Израиль приказал эвакуироваться одной из немногочисленных, все еще работающих в секторе Газа больниц, медицинскому центру Насер в городе Хан-Юнис, в котором находятся тысячи раненых и беженцев. Сейчас армия обороны Израиля сосредоточила свои операции именно там. Тем временем международное сообщество крайне обеспокоено перспективой израильского наземного наступления на город Рафах на юге Газы. Министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что это может стать гуманитарной катастрофой. Более половины населения Газы в настоящее время ищут убежище в Рафахе. 1,3 миллиона человек ожидают там на очень маленьком пространстве. Им некуда больше идти в данный момент. Многие из них последовали израильскому приказу об эвакуации и бежали из районов боевых действий на севере Газы, зачастую имея на руках только маленьких детей и последние остатки одежды. Эти люди не могут просто раствориться в воздухе. Если израильская армия начнет наступление на Рафах в таких условиях, это станет готовящейся гуманитарной катастрофой. Азербайджан и Армения снова на пороге войны. Ильхам Алиев едва вступил в должность президента Азербайджана и фактически пригрозил Армении войной. Ереван предлагает провести демаркацию и делимитацию границы по договору 1991 года, призывая Баку вывести войска из 3 десятков сел, которые Армения считает своими. Баку же отказывается от этого, требуя вернуть ему территории, которые считает оккупированными Арменией в 1990-х. Премьер Армении Пашинян обвинил Азербайджан в стремлении к новой войне. На днях на границе 2 стран произошли боестолкновения, в которых обе стороны обвинили друг друга. Все видят процессы, происходящие сегодня в мире. Мир фактически очень близок к Третьей мировой войне. Некоторые считают, что эта Третья мировая война уже началась. Могут быть разные предположения. Конечно, современные войны отличаются от прежних войн. Вторую мировую войну даже невозможно сравнивать с сегодняшними войнами. И, конечно, сегодня многие страны начали уделять внимание военной сфере. А мы делаем это уже на протяжении более 20 лет. И опыт, которым мы обладаем сегодня, в том числе боевой опыт, незаменим. Наша армия показала свою силу не на учениях, не на парадах, а на поле боя. Комитет ООН по правам человека требует срочных мер защиты политика Сергея Тихановского. Организация направила письмо властям Беларуси. Тихановский уже год содержится под стражей без связи с внешним миром. Кроме того, комитет требует срочных мер защиты и в отношении адвоката Максима Знака и политика Виктора Бабарика, о которых тоже нет никакой информации долгое время. Ровно год нет вестей и от политзаключенной Марии Колесниковой. Женщина – один из лидеров и символов протеста 2020 года в Беларуси. Силовики пытались заставить ее покинуть страну, однако она порвала свой паспорт. Колесникову арестовали, суд вынес приговор 10 лет колонии усиленного режима. Последнее письмо от Марии родные получили 15 февраля минувшего года. Постоянно были такие отговорки, отписки, что вы не получаете писем, потому что она не хочет писать, вы не получаете звонки, потому что Маша не хочет разговаривать, она не хочет видеть адвоката, поэтому она не пишет заявление на встречу, это такая обязательная процедура, не хочет видеть родных и так далее. Мы, конечно, понимаем, что это вранье. Такого никогда не было раньше, и трудно себе представить, что в целом содержать в колонии, находясь в задержании несколько лет, Маша хотела бы остановить связь с родными. Но в том числе это значит, что Маша все это время находится одна в камере, то есть она не может общаться с другими заключенными, у нее нет никакой социализации, по большому счету. И, конечно, такие условия вызывают опасения за ее здоровье. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!